когда людям приходится спасаться от смертельной опасности, они бросают все, хватают с собой только самое необходимое. Но даже если они ничего не успевают с собой схватить, они знают, что в безопасном месте им дадут теплую одежду, питание, деньги, проездные документы, потому что они обладают статусом беженцев. В 2022 году исполняется 100 лет юридическому понятию беженцы. Этим мы обязаны Лиге наций. Но есть такая вещь, которую вам никто не даст и ничто не заменит. Без этой вещи вы не имеете никакого статуса. И даже вообще вас как будто бы и нет. Эта вещь называется паспорт. Теперь представьте себе, что вы беженцы и оказались в чужой стране. У вас есть при себе паспорт, но, к сожалению, государство, которое вам этот паспорт выдало, перестало существовать. И вместо него теперь совсем другое, которое просто лишило вас гражданства. То есть это бумажка, которая не имеет никакой силы, и с ней никто не знает, что делать. Никто не знает, помогать ли вам, как вам помогать. Никто не готов вас пустить в свою страну, дать вам работу, и уехать в другую страну вы тоже не можете, потому что у вас нет документов. В такой безвыходной ситуации оказались миллионы, по разным данным, от 2 до 4 миллионов беженцев из Российской империи после Октябрьского переворота и после гражданской войны. Паспорт стал обязательным для пересечения границ на рубеже 19-20 веков. То есть у вас обязательно должен был быть паспорт того государства, которое вам его выдало, гражданином которого этого государства вы являетесь. Этот паспорт давал вам возможность, во-первых, вернуться в эту страну в любой момент, когда вам захочется. Во-вторых, давал вам дипломатическую защиту на территории другого государства. Так же, как и сейчас вы с своим паспортом можете прийти в консульство своей страны, и там вам окажут поддержку во всякой сложной ситуации. Кроме этого, паспорт этот дает вам право получать медицинскую помощь, образование, в общем, дает вам все права нормального человека. Так вот, когда у человека нет паспорта, он не может никуда не въехать, ни откуда выехать, он не может учиться, не может работать, и он превращается по законам европейских государств в бродягу. Что же происходило в Европе с 18, 19, 20, 21 годы? Происходили страшные вещи. Европа была истощена Первой мировой войной, и те страны, в которые ринулись российские беженцы, не могли им оказать никакой помощи, потому что они сами еле-еле справлялись с последствиями войны. Было очень тяжелое экономическое положение. Поэтому этих беженцев гоняли из страны в страну и депортировали. Они вели просто ужасное существование. Вы наверняка смотрели фильм «Бег» по Булгакову. Вот что происходило в Стамбуле, например. Нельзя сказать, чтобы этих людей несчастных бросили, и никто им не помогал. Было множество благотворительных организаций. Еврейские общины, православные и разные другие религиозные. В общем, разные сообщества и частные благотворительные организации снабжали беженцев деньгами, продуктами, в общем, как-то поддерживали их существование. Но это не решало проблемы. Это был бездонный кувшин. Можно было сколько угодно туда направлять средств, всегда было мало. То есть это должен был быть какой-то неистощимый источник. Что нужно было сделать? Нужно было придать этим людям какой-то статус, выдать им документ, который позволяет им доказывать свою личность, что это именно этот самый человек, позволяет ему искать работу, позволяет ему переезжать из страны в страну, искать работу там, получать медицинское обслуживание, образование и так далее. И комиссаром по делам беженцев в Лиге наций был назначен Фритьоф Нансен, который, наверное, ассоциируется у большинства из вас с полярными исследованиями, и это совершенно верно. Но поверьте, это тот же самый Фритьоф Нансен, который пересекал Гренландию на лыжах, тот же самый, который на своем Фраме отправился вдоль арктического побережья, тот же самый Нансен, который со своим соратником Йоханссеном пешком двигался в сторону Северного полюса и не дошел совсем немного, потом с ним же зимовал и спасся, можно сказать, чудом. Тот же самый Фритьоф Нансен, который одолжил свой Фрам Руалю Амундсену, и тот отправился на нем к Южному полюсу, благополучно его достиг. Это тот же самый человек,
А как же он оказался в политике? Причем здесь Лига наций? А вообще, что такое Лига наций? Как она возникла? Почему Норвегия стала тоже членом Лиги наций, хотя она не участвовала в Первой мировой войне, была нейтральной страной? Обо всем этом расскажем в этом ролике. И главная его тема – Нансеновский паспорт. Именно Нансеновский паспорт называют самым главным документом Фритьофа Нансена и главным его достижением. А я сейчас стою на берегу канала имени Москвы, и тут колоссальная статуя Владимира Ильича Ленина, к которому Нансен тоже имеет прямое отношение. И знаете, интересный факт. Нансен в советской России был как бы отдельным государством. Авторитет его был настолько велик, что представитель Нансена шел за гробом Владимира Ильича Ленина в 1924 году наряду с послами других государств. То есть Нансен как отдельное государство. Те из вас, кто видел мои ролики на канале Дарвиновского музея, знают, что я рассказываю полярные истории. Я давно хотела рассказывать про Фритьофа Нансена, но начать хочу не сначала, а с главного. Раз уж в этом году столетие таких важных вещей, как юридический статус беженца и нансеновский паспорт, то, конечно, нужно начать именно с нансеновского паспорта, главного наследия Фритьофа Нансена, главного его дара человечеству. Это будет не быстрая история, но и торопиться-то нам некуда. Не странно ли, что понятие «беженцы» было юридически осмысленно только в 20 веке? Ведь вся история человечества наполнена миграциями людей, часто не по собственной воле. Уж мы не будем вспоминать о том, что все человечество вышло из Африки, расселилось по всему свету. Мы не будем вспоминать библейские истории типа исхода евреев из Египта, но даже и в XIX веке и в Российской империи, например, с 1880 года по 1914 Российскую империю покинуло около 2 миллионов евреев. Это была самая дискриминируемая категория граждан. И это был тоже своего рода исход. Так вот, примерно такое же число людей, около 2 миллионов, покинули нашу страну в период с 1918 по 20, то есть за 2 года. Да, сравните, там 34 примерно, и 2 года, 2 миллиона. И по своей интенсивности этот поток беженцев был абсолютно беспрецедентным. Кроме того, все эти люди, почти все, отправились в Европу, в которой только что закончилась Первая мировая война, где была разруха, безработица, экономический кризис. И тут еще вот эти люди, которым нужно помогать, у которых ничего нет, это было страшное бедствие и для тех, и для других. И вот как раз тогда потребовалось как-то обозначить права этих самых беженцев, этих людей, у которых не было документов часто. А если у них и был документ, то это был паспорт, выданный Российской империей, государством, которого уже не существовало. Положение их было очень страшным. Оно усугубилось тем, что указом от 7 декабря 1921 года советское правительство лишило гражданства всех, кто, по его мнению, незаконно покинул страну, то есть без разрешения этого самого советского правительства. Ну, по сути, это были все беженцы. Больше всего российских беженцев в Европе было в Чехословакии, Польше и Германии. Надо сказать, что, например, Польша, Прибалтийские республики, Финляндия, Балканские царства, которые сами только что получили независимость и только что у них появились собственные границы, они были в ужасе от того, что эти границы пересекают просто сотни тысяч российских беженцев. Конечно, ни одна страна просто была не в состоянии взять ответственность за них. Ни одна страна не могла им предоставить пособие, работу. Даже право свободного перемещения не каждая страна готова была им предоставить. Поэтому их депортировали через одну границу, через другую. В общем, все пытались от них избавиться. Они не могли буквально ни родиться, ни умереть
без того, чтобы не внести юридический хаос в законодательство любой страны, где бы они ни находились. В конце концов, после ряда вопиющих случаев, кстати, не зря потом вот эту высылку беженцев назвали одной из самых грязных страниц европейской истории XX века. Все эти благотворительные организации уполномочили Красный Крест обратиться в Лигу наций с просьбой назначить Верховного комиссара и наделить его полномочиями, чтобы он разобрался со всей этой путаницей юридической, чтобы он нашел практическое решение всех этих проблем. И тут надо сказать, что же такое за Лига наций-то, откуда она взялась. Лига наций появилась в результате Версальского мирного договора, Версальской этой мирной конференции, которая длилась целый год с 19 по 20, на которой выработали все условия мира после Первой мировой войны. И было решено организовать вот такую Лигу наций, которая будет гарантом мира на будущие времена, потому что Первая мировая война настолько потрясла всех ее участников, вольных и невольных, что больше всего желали люди никогда больше не повторять ничего подобного. И Лига наций — это был такой третейский суд, который должен был обеспечивать соблюдение международного права. Такая наддипломатическая организация, которая не позволяет никаким странам затевать между собой конфликт, который всегда выступает гарантом безопасности общей. Основали ее, конечно, страны-победительницы: Великобритания, Франция, Италия, Япония. США тоже, но они не ратифицировали статут Лиги наций, поэтому они и не вошли в нее впоследствии. Кроме этих стран-победительниц были еще нейтральные государства, так называемые малые страны, в их числе Норвегия, ну, кроме Норвегии, там Голландия, Бельгия, Швейцария, Дания, Швеция. И вот в Норвегии основали организацию содействия Лиги наций. И председателем ее избрали Фритьофа Нансена. Почему именно Фритьофа Нансена, который нам дорог прежде всего как ученый и полярник? Потому что помимо своей научной деятельности он еще за годы Первой мировой войны вел очень важную такую дипломатически-экономическую работу в США. А до этого он еще тоже был дипломатическим представителем Норвегии в Великобритании сразу после обретения Норвегии независимости в 1905 году. То есть на дипломатическом поприще, на общественном он себя уже проявил как человек, во-первых, бескорыстный, идейный и очень-очень толковый на редкость. В общем, никого другого и представить на этом месте было невозможно. И Фритьоф Нансен и его помощники выработали программу для Лиги наций, чтобы предложить ее. В частности, там были такие условия, как запрет всеобщей воинской повинности, запрет на частное производство оружия и контроль над вооружением отдельных государств. Но когда Нансен с этой своей программой приехал в Париж на мирную конференцию, он понял, что статут уже утвержден и что его предложения, в общем, не своевременны. И мало того, это была не такая Лига наций, как он себе представлял, то есть объединение равноправное, представители разных стран, независимо от их влияния, размеров, богатства и так далее. А это был союз победителей по образцу, например, такого же союза после наполеоновских войн, когда Россия стала так называемым жандармом Европы. То есть победители диктуют свои правила. Нансен был с этим категорически не согласен, я думаю, что не он один. Он не мог мгновенно повлиять на то, что, например, в Лигу наций не собирается включать Россию. Во-первых, за то, что она заключила мир с Германией, в то время как другие союзники продолжали сражаться. Во-вторых, за то, что большевистский режим не был признан в Европе, и у России не было дипломатических отношений ни с кем тогда.
Кроме того, конечно же, не включили Германию как проигравшую страну, так сказать, провинившуюся. Но впоследствии Нансен настоял на том, чтобы Германию включили в Лигу наций. И это произошло в 1926 году. И в 30-е годы даже СССР стал членом Лиги наций на короткое время. Кроме того, Нансен тогда же, в 19 еще году, добился того, что малые страны получили право совещательного голоса. И уже в 1920-м он был одним из представителей Норвегии на ассамблее Лиги наций в Женеве. После этой ассамблеи Нансен вернулся к себе домой, в Пульхёгду, в свою усадьбу под Осло, и занялся подготовкой к экспедиции, к полярной экспедиции научной. И он совершенно не ожидал, что именно ему Лига наций решит поручить очень важное дело — репатриацию военнопленных. Что это за дело такое, репатриация военнопленных? После Первой мировой войны во многих странах были организованы лагеря для военнопленных. Больше всего их было в России. И на территории Российской империи, в западной ее части, в лагерях находилось, допустим, до 2000 человек. А в Сибири были лагеря до 35 тысяч человек в каждом. При такой концентрации людей, конечно, были болезни, разные эпидемии, их нечем было кормить, их нечем было занять, их не во что было одеть. И уж в 1917 году, когда случилась революция, всем вообще стало не до них. В свою очередь, российские военнопленные, например, в Германии, потеряли всякую связь со своими родными. Не было ни почтового сообщения, никаких гуманитарных посылок. Интересно, что в 1917 году советское правительство объявило всех военнопленных свободными гражданами. Открыли все эти лагеря, сказали, пожалуйста, идите на все 4 стороны. Когда началась контрреволюция, то все эти военнопленные снова оказались интернированными. Они представляли собой, конечно, довольно опасные группировки. И, например, чешские военнопленные, которые воевали на стороне Германии, устроили в Сибири восстание, которое было одной из причин гражданской войны. В Христианию, как тогда еще называлась столица Норвегии, теперь Осло, Лига наций отправила одного из секретаря Совета Лиги наций, молодого Филиппа Ноэля Бейкера. Этот молодой человек встретился с Нансеном, озвучил ему предложение Лиги наций, и Нансен сразу стал задавать ему очень конкретные вопросы, ни на один из которых Ноэль Бейкер ответить не мог. Какие вопросы? Сколько примерно военнопленных? Готова ли Советская Россия к сотрудничеству? Есть ли возможность зафрахтовать суда и нанять поезда? И тому подобное. Лига наций представляла себя очень туманно, как все это должно происходить. Нансен сказал, хорошо, я подумаю, и уехал в свою усадьбу. Когда Лига наций ему прислала это предложение, он был глубоко возмущен и устроил просто скандал. Он был возмущен тем, что политики сваливают на него, ученого, решение таких вопросов. Он считал, что его долг как профессор заниматься наукой. Почему он должен сейчас все это бросить, все это заморозить, свой проект, и заниматься решением проблем, не имеющих никакого отношения к его профессии. Но, поразмыслив, он согласился. Возможно, потому что ему действительно было очень жаль 500 000 брошенных, никому не нужных людей. Возможно, еще и потому, что он хотел, чтобы престиж Норвегии, международный ее престиж, поднялся и был более заметным. И вот через 3 дня Нансен прислал приглашение Филиппу Ноэль Бейкеру. Тот приехал к нему в усадьбу, они разговаривали о том о сём, о погоде, о природе. И вот уже пришло время прощаться, и Ноэль Бейкер думает, вот и все, я провалил миссию, и правильно, что Нансен решил отказаться. Но вдруг Нансен сказал, я согласен. Давайте, говорит, встретимся вскоре и разработаем какой-то первоначальный план. Нужны были, конечно, на это деньги. И Нансен знал, где их взять.
Он знал, что существует фонд восстановления Центральной Европы после войны Первой мировой. Он отправился в комитет, который распоряжался этим фондом, и убедил людей в том, что им просто необходимо вернуть рабочие руки домой, и именно это станет залогом быстрого восстановления этой Центральной Европы. То есть деньги, конечно, были взяты в долг, но он их получил. Потом он еще получил ряд частных пожертвований благотворительных, и у него появилась возможность действительно нанимать какие-то целые поезда, составы, нагружать их продовольствием и лекарствами, чтобы они не шли пустыми, границы этих государств, и там все это, значит, буквально обменивать продукты на людей. Потом он сам лично отправился в Москву и встретился там с Георгием Чичериным, который был наркомом иностранных дел. Чичерин ему сообщил, что Россия советская никак не может сотрудничать с Лигой наций по той причине, что ни Лига наций не признает Россию большевистскую, ни Россия не признает Лигу наций. Но Россия готова сотрудничать лично с Нансеном. И Нансену пришлось создать организацию свою, как бы частную. Получив на это согласие Лиги наций, пользуясь всеми полномочиями Верховного комиссара Лиги наций, но действуя как бы от собственного имени, как частное лицо. И вот так оно начало работать. И вот когда Нансен приступил к решению этой проблемы, он начал выяснять, во-первых, сколько этих военнопленных, где расположены лагеря военнопленных. А еще вот да, что делали другие страны с военнопленными. Ну, казалось бы, все должны быть рады радешеньки избавиться от чужих граждан и получить назад своих. Тем более, что у всех разруха, всем нужны рабочие руки. Но не тут-то было. Некоторые страны, допустим, Греция, очень ловко использовали военнопленных как бесплатную рабочую силу и не желали с ними расставаться. И ставили свои условия. Например, вы нам привезите там угля, несколько пароходов, а мы тогда вам на эти пароходы загрузим военнопленных. Кому-то нужны были продовольствие, лекарства. И хотя Нансен настаивал на том, что это совершенно аморально, вот так вот обменивать людей на товары, но приходилось соглашаться и на такие условия. Вот Нансен, значит, выяснил, во-первых, приблизительное число этих военнопленных в разных странах, конечно, не сам лично, но он организовал все это, он нашел себе нужных помощников, он очень располагал к себе людей. Таким образом, он получил всю информацию необходимую. Потом была составлена смета, было примерно понятно, сколько нужно там судов или поездов для того, чтобы вернуть такое-то количество людей из одной страны в другую. Ну и закипела работа. Труднее было всего, конечно, договариваться с Советской Россией. Сначала Нансен туда отправлял письма, ответа не приходило. Потом отправили курьера. Курьера не пустили даже через границу. Тогда Нансен купил билет на поезд, поехал сам. Надо сказать, что у Нансена с Россией были давние связи. Он еще в 13-14 годах совершил путешествие по России, но это отдельный там рассказ. В общем, Нансен считал, что у России большое будущее. И несмотря на то, что он был совершенно никоим образом не большевик, а совсем наоборот монархист, он считал, что российский народ имеет право на самоопределение. Если они решили, что так, значит, у них будет такой политический строй, и надо вот с ними как-то строить отношения. Нансен, конечно, удивительный человек. Те средства, которые он получал на репатриацию военнопленных, он хотел тратить только на репатриацию военнопленных. Он не получал никакую плату за свой труд. Он селился в самых дешевых номерах гостиниц. Он путешествовал по Европе 3-м классом на поездах. Как его не уговаривали, он не соглашался поступать по-другому. Его ближайшим помощником в этом деле был тот самый Филипп Ноэль Беккер, который потом признавался, что вот эти годы его жизни принесли ему наибольшее удовлетворение. Он считает их самыми полезными, самыми важными в своей жизни. Да, еще интересно, что Нансен тайно встречался в Лондоне с Леонидом Красиным.
Леонид Красин, в честь которого как потом назвали знаменитый ледокол, был, как это называется, наркомом внешней торговли Советской России. И с ним Нансен договаривался о том, чтобы каждую неделю к западным границам Советской России подходил состав, наполненный продуктами питания и лекарствами. Его там разгружали, а туда загружали военнопленных, которых везли аж из Сибири и через всю страну. И не просто так брали и везли, а их сначала обрабатывали в карантинных специальных пунктах, их там приводили в порядок, откармливали немножко, переодевали, сажали в поезда и везли вот к этой западной границе. И там уже их постепенно пересаживали в другие составы. Да, как вы знаете, рельсы, они не одинаковые у нас и в Европе. У нас расстояние между рельсами шире. Поэтому всегда, если вы едете на поезде в Европу, да, вы в какой-то момент должны ждать, пока поменяют колеса. Так вот, на одних поездах привозили пленных к границе, потом их пересаживали в другие, и они уезжали к себе домой. На всем европейском континенте нет страны, где жены и матери со слезами благодарности на глазах не благодарили бы Нансена за его подвиг. Так говорил вот тот самый Филипп Ноэль Бейкер. И действительно, представьте себе радость семей, когда к ним возвращались их мужья, сыновья, братья, отцы, которых они уже, наверное, считали погибшими, о которых они не имели известий долгие месяцы, а то и годы. И вот, наконец, они были возвращены домой. В середине 1922 года последние пленные вернулись на родину. Миссия была выполнена отлично. Сам Нансен, когда он отчитывался перед Лигой наций, сообщил, что, конечно, очень важно, что почти 450 тысяч военнопленных вернулись на родину, и этим занялась именно Лига наций. Но в будущем Нансен считает, что главная задача этой организации – предотвращать такие события, после которых случаются такие бедствия, как вот эти лагеря военнопленных. Нансен писал, что никогда и нигде он не видел таких страданий. В то же самое время Нансен занимался помощью голодающим в России. И это настолько важная для нашей страны история, что я не могу ее так в двух словах тут пересказать. И если вас это интересует, пожалуйста, в комментариях напишите, я сделаю отдельный ролик. Но скажу только, что, знаете, вот этот список Шиндлера, который спас жизни многим евреям, и теперь их потомки, которые все множатся и множатся, продолжают благодарить уже на могиле этого самого Шиндлера. Это подобная история, но гораздо более масштабная, случилась в России. Наверняка среди многих из нас с вами, из тех, кто родом из России или живет сейчас в России, есть те, чьи предки были спасены от голодной смерти благодаря работе Фритьёфа Нансена. И не зря ему в Москве стоит памятник. Памятник ему именно как спасителю от голода. И вот когда Нансен выполнял такие две важные миссии, на него, что называется, свалилась еще и третья. Вот эти самые русские беженцы. И вот в разгар этих двух проектов, курируемых Нансеном, репатриация военнопленных и борьба с голодом в России, 20 февраля 1921 года Совет Лиги наций получает телеграмму от главы, от президента Красного Креста Гюстава Адора, в которой он прямо говорит, что успешное решение проблемы с военнопленными дает ему надежду на то, что и проблема беженцев будет также успешно решена. Как бы намекая на то, что комиссаром по делам беженцев тоже мог бы стать Нансен. Но кто же действительно мог бы стать этим комиссаром, если не Нансен? Во-первых, сразу было решено, что этим человеком не может стать русский. Русский также не может стать и помощником этого комиссара, и никаким ответственным лицом при нем.
Это должен был быть человек, обладающий личным авторитетом международным. По всем этим параметрам Нансен вроде бы подходил. Но сама русская эмиграция была против кандидатуры Нансена, потому что в их представлении те, которые остались там, большевики, вот эти голодные, которым помогал Нансен, они были прямой противоположностью им, иммигрантам, которые против большевиков и которые по эту сторону границы. И им казалось совершенно невозможно, чтобы один и тот же человек занимался решением двух, как им казалось, противоположных проблем. Русская эмиграция хотела, чтобы этим занимался американский гражданин. Но Америка, в свою очередь, запретила своим гражданам заниматься этими делами, потому что Америка не входила в Лигу наций. Была даже мысль предложить эту должность комиссара испанскому королю. Но в конце концов остановились на Нансене, потому что он был единственный человек такого уровня, у которого были налажены нормальные отношения с советским правительством, что было необходимо. Почему это было необходимо, я сейчас скажу. И Нансен находился в Москве и занимался как раз проблемой голода, помощи голодающим, когда он получил телеграмму от Совета Лиги наций с назначением, с новым назначением. В этот раз он согласился сразу же, без всяких раздумий, потому что ему-то было понятно, что решение всех этих трех сложных вопросов часть одного глобального вопроса, который получил название русского. Русский вопрос – это и голод, это и беженцы, это и военнопленные. Значит, Нансену предстояло найти практическое решение проблемы беженцев и координировать действия всех этих благотворительных организаций, которые уже беженцам помогали. Конечно, нужен был целый ряд экспертиз, чтобы выработать какой-то алгоритм действий комиссара Лиги наций. Для того, чтобы со всем этим разобраться, пришлось собирать 3 конференции, приглашать и Международный Красный Крест, и представителей всех государств, которые были вовлечены в проблемы беженцев, и русские общественные организации помощи, и много-много еще кого, чтобы, наконец, понять, выяснить, что прежде всего нужно выяснить юридический статус беженцев, помочь им с трудоустройством или перемещением в те государства, где есть для них работа, и непосредственно материальная помощь. Какие-то или займы, кредиты, или безвозмездная помощь. И Нансен приступил к работе. И, наконец, 5 июля 1922 года Нансен выступил с докладом на Ассамблее Лиги наций в Женеве. Тогда как раз и был сформулирован статус беженцев впервые, и тогда же Нансен представил проект такого удостоверения личности для беженцев, прежде всего русских беженцев, который заменял бы паспорт, но в то же время не давал никакого гражданства. То есть паспорт, понятно, он свидетельствует о вашей принадлежности к тому или иному государству. Для апатридов, которыми оказались многие русские, то есть людей без гражданства, нужен был документ, который дает им права в разных странах, во всех странах, членах Лиги наций, и в то же время не дает ему гражданства. То есть иметь права, но не иметь гражданства. Вот этот парадокс был разрешен как раз этим документом. Справедливости ради нужно сказать, что впервые идея вот такого удостоверения личности пришла в голову Эдуарду Фрику. Это был врач Красного Креста, с которым Нансен сталкивался еще при работе с военнопленными. И Нансен отмечал его просто безупречную работу. И этот Фрик тоже участвовал в конференциях Лиги наций, и он там как раз впервые высказал вот эту идею, что надо придумать какой-то такой документ общий для всех стран. А Нансен разработал ее более подробно. Когда проект этого документа Лига наций одобрила и стала рассылать вот всем странам, у которых были проблемы с беженцами, то эти страны стали, конечно, вносить свои правки и со многим не соглашаться. Никто не хотел брать на себя ответственность за беженцев, никто не хотел никаких обязательств перед ними, и поэтому документ претерпел ряд изменений,
и его, так сказать, юридическое качество в итоге заметно снизилось. Но и даже в таком виде этот документ был спасением. Что это была за бумага? Она выдавалась не обязательно как паспорт, а только по требованию. Была она разработана специально под беженцев из Российской империи первоначально, потом уже распространилась на другие категории беженцев, например, на армян, которые пострадали от геноцида еще в 1915 году и расселись по всему миру и тоже были людьми без гражданства. Но сначала для российских беженцев. Значит, он выдавался по требованию самого человека, всегда заполнялся на 2 языках, один из которых французский, а второй язык той страны, которая выдает документ. Он давал право передвижения, то есть выезда, например, из этой страны, но не давал права возврата в нее в любой момент, да, как паспорт. То есть, имея российский паспорт, вы можете вернуться как бы к себе домой без особых разрешений, без виз и так далее. А вот нансеновский паспорт такого права не давал. Его нужно было специально прописывать. Паспорт этот нужно было возобновлять каждый год. Ну и был еще ряд ограничений. Ну, как бы то ни было, люди получили хоть какой-то документ. Вместе с нансеновской вот этой миссией в плотном сотрудничестве действовала международная организация или бюро труда. Потому что основной проблемой беженцев было то, что они не могли найти работу, чтобы обеспечивать себя самим, а не сидеть на шее у благотворительных организаций. Чем они занимались? Значит, бюро труда производило разведку, где нужны рабочие руки, где нужны какие профессии, и именно туда отправляли беженцев. Например, в 1926 году, если не ошибаюсь, появилась такая возможность отправить большую партию людей в Южную Америку, где им давали земли под сельское хозяйство. Прежде чем туда отправить людей, представители этого бюро труда поехали туда, посмотрели, действительно ли эти земли годны для сельского хозяйства, все ли там нормально, оказалось, что да. И тогда уже стали приступать к организации отправки российских беженцев в Южную Америку. На это нужны были деньги. Нансен и вот эта организация труда стали обращаться в Лигу наций и к разным правительствам. Давайте, мол, создадим фонд, из которого будем брать деньги на вот эти расселения. Но как-то никто не загорелся энтузиазмом. И тогда, плюс к частным пожертвованиям, придумали сделать эти паспорта нансеновские платными. То есть на них клеили платную марку с портретом Фритьёфа Нансена. Она стоила 5 золотых франков. Не то, чтобы сначала это было бесплатно, а потом вот ввели плату. На самом деле тут все было по-разному и в разных странах. Где-то бесплатно, как предлагала Лига наций, а где-то были просто непомерные поборы за этот паспорт. А тут ввели такую общую стоимость – 5 золотых франков в год. И это был вклад беженцев, собственно, ну, такая касса взаимопомощи. Эти деньги шли также на обслуживание всего этого процесса, то есть на зарплаты людям, которые вот занимались как раз перемещением беженцев. Этот самый так называемый нансеновский паспорт постепенно признавали все больше и больше государств, и в конце концов 54 государства признавали его действительным. Интересно, что, например, Чехословакия, которая была одной из тех стран, у которых беженцы волновали больше всего, там было больше всего беженцев, ну, очень много. И именно Чехословакия была одной из тех стран, которые инициировали решение вопроса. Они отказались от нансеновского паспорта, потому что Чехословакия выдавала свои удостоверения беженцам. Они уже раньше придумали вот какой-то такой документ. И они решили, что ну, не стоит менять одно на другое. А вот Германия, которая не была в то время членом Лиги наций, как раз приняла этот документ. В общем, все было очень гибко, но, тем не менее, вопрос этот сдвинулся с мертвой точки, и люди получали возможность ездить из одной страны в другую, получать работу, получать помощь.
как-то регистрировать своих детей, которые рождались несмотря ни на что. И постепенно вот этот статус беженцев, который впервые был применен именно к русским беженцам, распространялся и на другие категории вот таких несчастных людей, лишившихся родины. Русские беженцы стояли как у истоков беженской так называемой проблемы, они же стояли у истоков решения этой проблемы, участвуя в выработке международных документов. А Нансен не только практически помогал с решением всех этих вопросов, но он дал свое собственное имя, он разрешал пользоваться, так сказать, своей репутацией, он дал право использовать свой портрет на марках для этого документа. Я уже говорила о том, что кандидатура Нансена была утверждена на должность комиссара по делам беженцев не в последнюю очередь потому, что у него были налажены отношения с советским правительством. Почему это было важно? Казалось бы, беженцы-то уже все по эту сторону границы. Потому что сначала решением проблемы беженцев Нансен считал репатриацию. И действительно, кто-то был и не против вернуться обратно. Другое дело, что Советская Россия отказывалась принимать их. И Нансен думал, что сейчас он договорится, как уже не первый раз бывало, и их согласятся принять. И можно будет контролировать их безопасность на территории Советской России. На это он надеялся наивно. И действительно был такой опыт репатриации российских беженцев. В октябре 1922 года первая такая партия отправилась на юг России. Это были, если не ошибаюсь, казаки, которые очень хотели домой. Нансен лично провел переговоры с Николаем Крестинским в Берлине. Это был такой представитель Советской России, и тот дал ему гарантии безопасности этих людей. И вот эта партия отправилась где-то там примерно в Ростов-на-Дону, вот в эти области. И через несколько месяцев от них никаких вестей, и иммигрантская пресса начинает писать о том, что эти люди арестованы, некоторые уже расстреляны, а другие в заключении. Проверить это не было никакой возможности. Никаких гарантий Нансен не мог обеспечить людям, и он вынужден был это признать. Через год после вот этого всего события он приехал в Ростов-на-Дону лично и назначил встречу вот этой группе людей. Всех вроде бы оповестили. Ни один человек не пришел. Нансен подумал, наверное, они там перепутали время. Он так считал, да? Он так сказал, по крайней мере. Или, может быть, не точно обозначил место, где он их ждет. В общем, ни один не пришел. После этого Нансен сделал выводы, никакой репатриации больше речи не шло. То есть стало ясно, что всех российских беженцев нужно распределять по разным странам, по разным государствам, где их готовы принять. Потому что в России для них уже просто жизнь невозможна. Беженцы из Российской империи не были какой-то однородной массой. Это были очень разные люди. Им нужно было по-разному помогать. И немалую часть составляли военные. Это фрагменты Белой армии, которые спаслись из России. И таким ярким историческим явлением была история Врангелевской армии. Генерал Врангель возглавил Южную Белую армию, и последним их плацдармом был Крым. Когда уже оттуда их стали вытеснять, они спешно погрузились на суда, уж какие были, и вместе с ними еще часть гражданского населения, и всего их было 90 тысяч, включая и военных, женщин и детей, и они все отправились в Константинополь. Константинополь был тогда оккупирован союзными войсками, Антанты, поэтому Врангель рассчитывал встретить там радушный прием, и не без оснований, и поддержку. Он был полон надежд, что, сохранив армию, получив дополнительное финансирование и оружие, он сможет вернуться на другой берег Черного моря и продолжить борьбу. То есть это не было еще таким полным поражением в его представлении, а это было лишь спасение армии, временное отступление.
И вот все эти тысячи людей оказались в Константинополе. Конечно, им оказывали поддержку и Красный Крест, и французское правительство, которое, в общем, делало ставку на Врангеля. Как потом выяснилось, напрасно. Все эти люди расселились, кто как мог, кто получше, кто похуже, в городе. Российское посольство в Константинополе большевистскую власть не признавало и стало таким центром эмиграции. Мадам Врангель устраивала благотворительные мероприятия, в посольстве осуществлялся прием беженцев, оказывали помощь как могли. То есть нельзя сказать, что вот только Лига наций стала заботиться о беженцах. Да? Некоторые заботились о себе сами. Врангель создал совет по расселению русских беженцев. Он хотел контролировать это самое расселение, чтобы армия не рассредоточилась неизвестно куда, чтобы при необходимости можно было людей собрать снова, мобилизовать. Этот совет вел переговоры с разными странами. 10 тысяч согласилась принять Турция. 7 тысяч Болгария. И еще часть людей были расселены на Принцевы острова. Но в какой-то момент этот самый совет перестал принимать беженцев с их просьбами и жалобами, потому что вроде бы своих всех расселили, да, а тут уже какие-то большевистские элементы стали появляться, как им казалось. В общем, я не знаю точно по каким причинам, но, в общем, лавочка закрылась. И тут как раз вовремя подоспел Нансен. И Нансен в своих воспоминаниях рассказывает одну из самых жутких историй беженцев. Значит, что случилось в Болгарии? Вот эти 7 тысяч сначала туда прибыли, причем спасибо большое Болгарии, они, между прочим, потом приняли еще и какое-то немалое число инвалидов с семьями, и детей, и студентов, но это было уже позже. А вот из той партии, которую они приняли от Врангеля, 250 человек были депортированы. В Болгарии сменилось правительство, и новое правительство решило, что тут какая-то вот большевистская зараза, какая-то агитация, и вот эти вот ненадежные, значит, товарищи, пускай как они сядут на суденышко и отправятся обратно в Советскую Россию. И вот эти 250 человек, мужчин и женщин, погрузили на шхуну «Тритон», которая была рассчитана максимум на 50 пассажиров. Вот их, значит, туда как селедку в бочку посадили и отправили прямо из Варны в Одессу, ни словом не предупредив советское правительство. И когда этот кораблик появляется на горизонте, никто его не принимает. Одесса отказывается, их разворачивают. Говорят, отправляйтесь, откуда приплыли. У людей было продовольствие и еды всего на несколько дней. Все это уже закончилось. Они пробуют обратно, Болгария их не принимает категорически. Им остается только Турция. То есть откуда приехали, туда и возвращаются. И вот когда они видят на горизонте Константинополь, все ужасно обрадованы, наконец-то спасение. И тут оказывается, что и турки запрещают им высаживаться на берег. Люди уже в полной апатии. Потом появляется буксир, пароход, который собирается их, значит, через пролив опять в Черное море отправлять. И тут этот Тритон начинает тонуть. Люди бросаются за борт, там крики, вопли о помощи. К счастью, все это наблюдает английский пароход. Английский пароход дает сигнал туркам и категорически требует, чтобы это безобразие прекратилось, чтобы людям разрешили сойти на берег. И турки вынуждены согласиться. И этим несчастным разрешают сойти на берег, огораживают им прямо территорию, такой микрогетто, и не дают никакой ни еды, ни воды. Изможденные люди прямо на земле лежат, и большинство из них, конечно, погибли бы, но нашлись добрые люди в городе, которые стали собирать деньги, чтобы их кормить, просто не дать им умереть. Ну, деньги рано или поздно заканчиваются, и тут как раз вовремя подоспел Нансен. Он все это видел собственными глазами. Он нашел очень быстро средства одного там европейского издателя, который пожертвовал именно для этих людей.
И их поддерживали до тех пор, пока велись переговоры о том, чтобы их приняла какая-то другая страна. В общем, наконец они были расселены благополучно. Но Врангель был совершенно не в восторге от этих действий Нансена, потому что Нансен распылял его армию. Он отправлял, во-первых, там несколько тысяч казаков захотели вернуться в Советскую Россию. Нансен об этом договорился. Кто-то был согласен ехать хоть в Южную Америку, заниматься там сельским хозяйством. Кто-то был готов ехать вообще куда угодно, лишь бы там была работа и какие-то там документы и условия для жизни. То есть вот эта мечта о каком-то реванше, о каком-то еще там, о какой-то вооруженной борьбе, она таяла на глазах. Ну, в конце концов, сам Врангель с этой мечтой распростился, уехал в Сербию. И, ну, там у него своя судьба, это отдельная история, он довольно рано умер, и похоронен он в Сербии, кстати. Но о чем я хочу сказать, что это вот история военных, да? Были еще другие люди, были, например, молодые студенты, были дети, которым нужно было учиться. И Нансен прекрасно понимал, что будущее принадлежит вот этим новым поколениям, что они должны не только кушать, но и учиться. И он договаривался с разными странами, чтобы они организовывали русские школы, позволяли на своей территории это сделать, да? Русские университеты. В Болгарии было очень много русских школ. В Чехословакии было очень много русских студентов и преподавателей. Прага была вообще такой Меккой. Но потом там стало настолько много студентов этих и преподавателей, что их уже стали расселять в другие города, в Брно прежде всего, ну и в Братиславу потом, в разные другие. То есть русская Прага — это вообще отдельная глава истории. И там очень много интересных было и людей, и событий, и люди там приживались, и прекрасно существовали. Все это было хорошо, и плохо кончилось после Второй мировой войны, когда многих из русских эмигрантов вот этой первой волны насильно возвращали в Советский Союз, нам отправляли в лагеря. Дочь Фритьофа Нансена, Лив Хайер Нансен, в своей книге об отце вспоминает, что какие-то русские иммигранты, которые осели в Норвегии, пригласили как-то Фритьофа Нансена на свой праздник, на праздник русской общины. И они приехали вдвоем, вот Нансен со своей дочкой Лив. И там был концерт балалайшников, и центральным событием была речь Нансена, который что-то хорошее там людям рассказал, сказал, и все такое. И потом к ним подошел глава этой общины по фамилии Римский-Корсаков, племянник знаменитого нашего русского композитора. И горячо благодарил за то, что нансеновский паспорт дал им возможность просто выжить и начать какую-то новую жизнь, дать будущее своим детям. Но не все были прям так счастливы и хотели иметь этот паспорт, потому что он означал отказ от гражданства России, от своей родины. И, например, Иван Бунин принципиально отказывался получать нансеновский паспорт. И он был вынужден его получить только тогда, когда ему дали Нобелевскую премию. И он был вынужден уехать в Швецию ее получать. Тогда он получил нансеновский паспорт, значит, и вот отправился. Потому что уж, конечно, кто же откажется от такой поездки. Кстати, знаете, интересно, что Нобелевскую премию мира вручают не в Швеции, а в Норвегии. И в 1922 году Нобелевскую премию мира получил Фритьоф Нансен. Как раз за решение вот этих 3 глобальных проблем. Репатриация военнопленных, голод в России и беженцы. А, например, Владимир Набоков, который принадлежал тоже к первой волне эмиграции, у него был нансеновский паспорт, и он, когда ему нужно было поехать, например, там, из Германии, или, не знаю, или из Франции, там, из одной страны читать лекцию в другую, ему нужно было сначала вернуться в ту страну, которая выдала ему нансеновский паспорт, там, значит, получить соответствующие визы, а потом уже вот ехать лекции читать. То есть это было там не совсем удобно. Ну, в заключение скажу, что обладателями нансеновского паспорта были
многие выдающиеся деятели русской культуры. Не только Иван Бунин, не только Владимир Набоков, но и Анна Павлова, например, и Игорь Стравинский, и многие другие. И этот документ не отменен и до сих пор. Просто уже скончались все его обладатели. И одна дама прожила в Тунисе 70 лет с этим паспортом, не меняя его очень долго ни на какой другой, до тех пор, пока у нее не появилась возможность поменять его на российский паспорт. Она все-таки вернула себе российское гражданство. Что же сегодня происходит с НАСАНовским паспортом? Сам-то он не отменен, но в воздухе витает идея возродить его. И мне известно, что русская диаспора в Словакии уже подала такое ходатайство в правительство этой страны с тем, чтобы в свою очередь оно было представлено в Евросоюз, о том, что русские хотят иметь возможность получать паспорт не только в посольствах своей страны, но и получать какой-то независимый, так сказать, паспорт, потому что они помнят тот случай, когда в 1921 году Советская Россия лишила гражданства всех, кто находился за ее пределами. Так что, кто знает, может быть, НАСАНовский паспорт появится вновь, у него будет вторая жизнь. Во всяком случае, сегодня он особенно актуален. Напоминаю вам, что в 2022 году исполняется ровно 100 лет с появления НАСАНовского паспорта и с появления юридического понятия беженцев, которое впервые было применено именно к русским беженцам. Что же касается самого Фритьофа Нансена, то решение всех этих важных международных проблем занимало последние годы его жизни. И все-таки он не оставлял идеи отправиться на Северный полюс, чтобы проводить там научные исследования. И планировал экспедицию туда буквально до последнего дня своей жизни, который случился 13 мая 1930 года. Так уж получилось, что я начала почти с конца его жизни. Но теперь я буду двигаться в обратном направлении и расскажу вам о его невероятных и приключениях, подвигах, исследованиях, о многих очень важных событиях его жизни, которых хватило бы на много других жизней. И многие из них очень плотно связаны именно с Россией, как это ни странно. Обо всем этом будем говорить в следующих роликах. Я буду говорить в следующих роликах. Надеюсь, вы будете слушать и смотреть, подписываться на мой канал, ставить лайки и писать свои комментарии, что вам было бы интересно, что вам понравилось, что не очень. Мне интересно ваше мнение. Так что будем на связи, друзья. Всего хорошего.